Ты в постоянной тревоге? Возможно, ты просто раздаешь свое внимание всем подряд. Но как выбрать то, что действительно важно? Всем привет, я Ника, и ответ на этот вопрос я нашла в книге Марка Менсона «Тонкое искусство пофигизма». Как выбрать то, что действительно важно, и что поможет сделать это наиболее эффективно? Интересно? Тогда давайте начнем. О чем книга? В своей книге «Тонкое искусство пофигизма» Марк Менсон предлагает нам честный и провокационный взгляд на то, как жить более осознанно, прости господи, и с меньшим стрессом. Мы не обязаны всегда быть лучшими или быть всегда на позитиве во что бы то ни стало. В погоне за мнимым счастьем мы часто убегаем от самого важного – от самих себя. И вот вам основные рекомендации из этой книги, которые помогут вам наладить отношения с самими собой. Основные идеи. Ответственность важнее вины. Мы не всегда виноваты в том, что с нами произошло, но мы всегда ответственны за то, как с этим быть. Для меня это самая важная мысль из этой книги. Я всегда очень топлю за то, чтобы развивать вот это вот чувство ответственности, но очень важно разграничивать эти зоны ответственности. В жизни случается много неприятного, так же, как и много хорошего. Ко всему случившемуся можно относиться по-разному. Но как только чувство ответственности начнет перевешивать чувство вины, ваша жизнь станет более наполненной и осознанной. Как это применимо в жизни? К примеру, вы начали новый проект, вложили в него все свои силы, но что-то пошло не так. Продукт перестал быть актуальным, условия рынка изменились, и проект развалился. Можно скатиться в чувство вины и начать гнобить себя за то, что вы не рассчитали риски, не выполнили задачи, которые, казалось бы, могли решить все возникшие проблемы. И много-много всего остального, что может заставить вас чувствовать себя плохо. А можно избрать другую стратегию и принять тот факт, что то, что уже случилось, уже случилось. И в вашей зоне ответственности либо принять сложившиеся обстоятельства, либо скатиться в самоугнетение. Вместо позиции жертвы выберите позицию взрослого. Это возвращает контроль и уверенность в жизни. Предположим, что ситуацию с проектом уже никак нельзя восстановить. Ничего нельзя с ним сделать, он улетел безвозвратно. Его невозможно реабилитировать, с ним нельзя ничего сделать. Но можно взять ответственность за то, что еще можно сделать. Можно провести работу над ошибками, чтобы избежать их в будущем. Понять, что именно привело к тому, что проект провалился. Наконец, взять ответственность за свое состояние. Переживать и грустить от какой-то неудачи – это нормально. В вашей зоне ответственности дать себе время на то, чтобы прожить все эти неудачи, горести, эмоции, чтобы вместе с провалом одного проекта не повалились все остальными, над которыми вы еще имеете власть. И из этого вытекает следующая идея. Ошибки – это путь к истине. Люди ошибаются всегда. Осознанное признание ошибок – способ двигаться к более точному пониманию мира. Позвольте себе ошибаться, не разрушая самооценку. Ошибка – это не провал, а информация. Приведу вам такой пример. Давайте представим, что у вас есть 3 конверта, и в одном из них лежит купон на $1 000 000. Если вы дадите себе установку, что у вас нет права на ошибку, то вероятность того, что вы достанете конверт с купоном на $1 000 000, равняется 33%. Но если вы дадите себе право на ошибку и откроете ненужный конверт, то тогда ваши шансы найти тот конверт с купоном увеличатся до 50%. А если и вовсе смиритесь с тем, что ошибки – это нормально, то тогда, если и вторая попытка окажется неудачным, у вас останется один 100% вариант. Когда вы ошибаетесь и понимаете, что сделанный выбор не ведет вас к желаемому результату, вы как минимум избавляетесь от чего-то одного, что точно не работает. А значит, можете сконцентрировать свое внимание на поиске правильного решения. Воспринимайте ошибки как приближение к истине. Вы уже что-то попробовали, пусть даже и ошибились. Ошибка не должна вызывать в вас ступор. Ошибка – это информация о том, что лучше выбрать какой-то другой путь или способ по достижению к желаемому. Вы не особенные, и это освобождает. Современная культура говорит нам, что мы должны быть выдающимися, но стремление быть особенным порождает лишь тревожность и чувство неполноценности. Быть обычным – нормально. Это снимает давление и дает пространство для роста без самообмана. Перестаньте гнаться за чужими успехами. Сравнение убивает фокус. Лучше выбрать свою траекторию роста. Мы все разные, способы достижения желаемого у всех разные. Да, есть определенные жизненные стратегии, которые реально работают. Но они работают при симбиозе ваших личных, персональных качеств и инструментами, которые могут вам в этом помочь. Можно попробовать пройти путь успеха самых известных личностей, но это не дает вам никаких гарантий результата. Именно поэтому успешные люди часто делятся своим опытом. Это не значит, что то, что сработало у них, обязательно сработает у вас. Они это знают, и поэтому
им не западло рассказать, как у них получилось. Это может звучать пессимистично, но стоит отметить, что то, что получилось у вас, может не получиться у них. Это не делает их какими-то супер уникальными, экстраординарными людьми. Просто они другие. Вполне вероятно, что то, что получается у вас, может не получиться у самых успешных людей в мире. Как я применяю эти рекомендации в своей жизни? Я с уверенностью могу сказать, что день, когда я начала брать ответственность за свою жизнь, стал отправной точкой в жизнь моей мечты. Именно ответственность за себя и мою жизнь каждый день формирует во мне личность и делает мою жизнь лучше. Я убеждена, что день, когда человек начинает осознавать, что качество его жизни напрямую зависит от него самого, является ключевым моментом в личностном формировании. Я люблю ошибаться. Если не огромное количество ошибок, которые я совершила за эту жизнь, я бы не оказалась в той точке, где нахожусь сейчас. Это вдохновляет меня, а не демотивирует. Хотя, признаться честно, бывают и плохие дни, когда я даю себе время пострадать от неправильного выбора. Я знаю, что я еще совершу очень много неправильных выборов. Много раз ошибусь и уверена я в этом, потому что я продолжаю свой путь по достижению своей цели. На любом пути ошибки — это неизбежность. Важно на этом пути научиться извлекать ресурс для развития, а не самобичевания. Ну и, наконец, принятие того, что я обычный, нормальный человек, и мой путь уникален, как и у каждого из вас. И это дает мне огромный простор для творчества, что не может вдохновлять на новые свершения, даже если для кого-то они кажутся незначительными. Итог. Эта книга написана очень простым языком о сложных вещах. В ней много примеров и рекомендаций, которые позволят вам прокачать навык искусства пофигизма. По правде говоря, когда я читала эту книгу, иногда бывало сложно вычленить самые важные мысли. И в этом видео я разобрала лишь те идеи, которые показались мне наиболее интересными. Но в своем Telegram я подготовила для вас памятку по этой книге, и ее найти вы можете, перейдя по QR-коду. Вбейте в поиск сообщений «Искусство пофигизма» и вуаля! Если не можете сканировать код, переходите по ссылке, которую найдете в описании. На этом мое видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, то ставьте мне пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, тут еще больше про книги, про саморазвитие, про дисциплину. Ну а я прощаюсь с вами до следующего ролика. С вами была я, Ника. Пока-пока.